Всем привет и добро пожаловать! Сегодня мы углубимся в захватывающую историю пост-Ханкай Одиссеи. Мы обсудим развитие сюжета одних главы пост-Ханкай Одиссеи. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам, что ваши отзывы имеют решающее значение. Если вам нравятся такие видео, пожалуйста, оставьте комментарий, поставьте лайк и поделитесь видео. Кроме того, если вы заметили какие-либо неточности, не стесняйтесь упоминать их в разделе комментариев. Теперь давайте начнем. Во-первых, давайте поговорим о предыстории пост-Ханкай Одиссеи. Оно происходит через 8 лет после крупного инцидента Ханкай, конец 35 главы, когда 99% энергии Ханкай было запечатано на Луне. Теперь на Земле осталось ограниченное количество энергии Ханкай. Такие персонажи, как Мэй и Вельт-Ян, потеряли большую часть своих способностей, хотя они все еще сохраняют некоторую энергию. Примечательно, что организацию, известную как Шиксал, теперь возглавляет Тереза после того, как Отто Апокалипсиса решает привести план о воскрешении Каллен в действие, глава 28, антиэнтропия, с другой стороны, кажется, была распущена, поскольку Вельт-Ян ведет более мирную жизнь, даже основал анимационную студию и усыновив сына. Но давайте сосредоточимся на сюжетной линии пост-Ханкай Одиссеи 1 главе. Наш главный герой, которому мы можем дать имя в игре, по лору игры его зовут Адам, работает под началом Мэй и является лидером ее команды. Вместе они отправляются на поиски Вельта-Яна в Сент-Фонтейне, где его видели в последний раз. Однако по прибытии они обнаруживают массивную и своеобразную структуру, парящую в небе. Город кажется лишенным человеческого присутствия, а глушение сигнала спутника Сиско маскирует аномалию. Мэй использует детектор Ханкай, чтобы помочь им в поиске, но он работает только в определенных областях. Во время своего расследования они сталкиваются с новым типом врагов, который отличается от любых существ Ханкай, с которыми они сталкивались раньше. Эти враги обладают ограниченной энергией Ханкай и могут даже внешне имитировать людей, заставляя Мэй задуматься, являются ли они результатом научных экспериментов или естественным явлением. По мере развития сюжета будут раскрываться новые подробности об этих противниках. В поисках Вельта-Яна Мэй и Адам натыкаются на мальчика по имени Джойс. Джойс – приемный сын Вельта-Яна и клон первого Хершера, Вельта Джойса. Первоначальный Хершер Джойс скончался, передав свои силы Вельту-Яну, нынешнему воплощению. На данный момент существует 3 клона Вельта Джойса, с 2 мы встречаемся в комиксах, и 3-й – этот маленький ребенок в пост-Ханкай Одиссеи. Именно с помощью детектора Ханкай Мэй находит Джойса, который упоминает свою приемную мать Теслу. Во время своего путешествия Мэй и ее команда встречают мужчину в белом костюме в Сент-Фонтейне. Эта встреча запускает серию аномалий, где пешеходы и транспортные средства исчезают, заменяясь чудовищными существами, спускающимися с неба. Пока Вельт-Ян вступает в бой с колоссальным монстром, Джойсу удается сбежать. Кроме того, Мэй разговаривает с Терезой, которая неожиданно улавливает странный сигнал. В этом сигнале можно услышать голос Отто, разговаривающего с неизвестным существом на языке, незнакомым людям. Хотя этот разговор не дает много новой информации, он явно шокирует Терезу, намекая на что-то важное. Адам был расстроен и сбит с толку услышанной записью. Он не понимал, с кем разговаривал другой человек с записи. Тем не менее, Адаму пришлось поискать другие записи по городу. Адам решает помочь Кэрол с ее подростковыми проблемами. Кэрол чувствовала себя отчужденной от Мэй, а Адам подумал, что прогулка может помочь им очистить мысли и укрепить командную синергию. Команда подошла к Багровому мосту, также известному как Чародейский замок, Аркен Кэссерл в оригинале. Кэрол дала такое название в честь известного аниме. Хотя по пути они столкнулись с проблемами, им помог Вельт-Ян, влиятельная и знакомая многим фигура. Наконец им удалось добраться до моста и выполнить свою задачу. Когда они возвращались на временную базу, Адам был рад, что они в безопасности, и поболтал с Вельтом. Однако странный вопрос прерывает разговор, когда кто-то спрашивает о мальчике с фиолетовыми волосами.
Они решают сделать перерыв, прежде чем продолжить, и Мэй поручает Кэрол и Адаму собрать красные кристаллы для оборудования. Кроме того, Кэрол дается уникальная миссия по исследованию близлежащей местности. К счастью, их разведка прошла гладко, и был разработан план, как вывести Вельта и Джойса из Санд-Фонтейн. По пути на метро к окраине города они встречают Отто Апокалипсиса, являющийся архивом пустоты одной из 17 частей Прометей, искусственного интеллекта из Старого мира. Архив пустоты раскрывает свое намерение использовать звезду Эдема, чтобы уничтожить энергию Ханкай на Луне, несмотря на потенциальную потерю человеческих жизней. Вельт предлагает сделку, чтобы помочь архиву, но обеспечить безопасность Джойса. Они принимают новые приказы, чтобы получить больше информации о Санд-Фонтейне и подготовиться к входу в Чародейский замок. Во время своей разведывательной поездки они обнаруживают внутри таинственную церковь. После эпической битвы с боссом в церкви Адам нарушает данное Мэй обещание и полностью высвобождает энергию Ханкай. Хотя он набирает силу в своих атаках, и Адам, и Мэй, и Кэрол тяжело ранены. Кэрол запрашивает срочную медицинскую помощь, и первая часть истории подходит к концу. Я надеюсь, что эта краткая версия вам понравится. Если у вас есть другие вопросы или вам нужна дополнительная информация, я буду рад помочь вам. На этом мы завершаем обзор первой главы истории Пост-Ханкай Одиссея. Не забудьте поделиться своими мыслями, исправлениями и идеями в разделе комментариев ниже. Ваш отзыв бесценен. Следите за обновлениями и захватывающими откровениями по мере того, как сюжет продолжает разворачиваться. Спасибо за просмотр и до следующего раза.